You're lucky to be alive, Mr. Cox. I hope you're starting to take better care of yourself. This place is full of sickness and decay. How could I get better in such a dump? Ну что ж, держи лекарство. Consider yourself lucky that I'm treating all of my patients equally. But don't push your luck. Don't play the innocent with me. I'm sure you have good reasons to act this way. And also weaknesses that can be exploited. Ну что ж. I'll leave you for now, Mr. Cox. Будь здоров. Так, стопэ. Не туда, малость я пошел. Значит, мне нужно вот это вот. Давайте бежим туда. Выполняем сейчас основные задания. Господи, дополнительные. По основному пойдем. Как только так сразу. Все успеется. Надо всех вылечить, всем помочь. Я надеюсь, что все мои действия приведут к чему-то положительному. Вот тебя убить надо, если честно. Записка мокрых ботинок. Относительно вербовки парней в Уайтчепеле. Кажется, одного я нашел. Это Альби. Он тупой, как табурет, но крепкий. Я попросил его раздобыть лекарства для продажи на черном рынке, и он быстро их доставил. При следующей встрече я скажу ему, что его приняли в мокрые ботинки, и теперь он должен получать приказы у своих новых боссов. Ну, зашибись. Получили новое задание. О, так, ну давайте хотя бы на него относительно посмотрим. Так. Решить, как поступить с запиской, вручить ее Альберту Палмеру. И куда это мне по сути нужно? Ого, далековато идти. В принципе, можно выполнить, почему бы и нет. Посмотрим, как оно на все это влияет. Но сначала делаем это. Мы уже довольно-таки близко подошли. Step away, sir. No civilians allowed, sir. Ага. Надо сначала с мелочью разобраться. Тихо, тихо. Что-то я малость увлекся. Ты чё? Совсем борзеешь? О. Ты не так прост.
Теперь не такой слабак, которого вы за 2 удара убивали. Пора получить ответочку. На. Мое предложение решить все мирно и все еще в силе. Ваше дело только подойти и попросить об этом. Украсть отчеты, в которых упоминается Пембрукская больница. Я так понял, по-тихому попасть не получится. Тихо, это не ты. Как же меня эта система наведения бесит, что она все время дает мне не того. Очень проще без нее. Готов. Все. Да, получилось, конечно, качественно, но ничего. На. Словаки. Здравствуйте. Привет. Как дела? Давай дружить. Спасибо. Второе ноября. От разведчика Луиса Кегли. Кому? Мистеру Джеффри Маккалуму. Тема: Пембрукская больница, разведка действий вампиров. Сэр, мы наблюдаем за Пембрукской больницей уже 2 недели и можем подтвердить, что там действуют вампиры. Во-первых, теперь у нас есть доказательства того, что в больнице находится женщина-кровосос. Это хитроумная тварь. Чтобы замаскироваться, она выдает себя за психически больную. Я лично пробрался в больницу и слышал, как это существо жалуется на то, что ей нужна кровь, на то, что ее тело разлагается. Но это еще не все. Администратор Пембрукской больницы, доктор Суонси. По словам нашего командира Аманды Тилтон, которая погибла вчера в бою со Скалем у канала, Суонси, возможно, является членом братства Святого Павла. А если это так, то в больнице, возможно, происходит что-то серьезное. Может, там даже логово вампиров? И их защищают предатели из братства? Мы не знаем. Что делать? Но убеждены, что вам стоит побыстрее прислать сюда подкрепление и тяжелое снаряжение. Жестко. Все. Мы сделали то, что должны были сделать.
возможно, мы этим уменьшили шанс того, что все в итоге будет плохо. Так, значит, с тобой мы разобрались. Так, значит, вот это есть. А теперь надо с вами разобраться. Потом пойду отчитаюсь. Давайте сейчас выполняем, потом подсчитываемся. О, логично звучит, правильно? Правильно. Такс. Ай, кошмар, 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 кошмар. Так, куда мне надо топать? Далековато, в принципе. Поэтому логичнее будет вот это вот задание выполнить. Да и хрен с ним. Вручить ее Альберту Палмеру. Да, вот это мне искать его, конечно, в этой зоне придется долго. Хотя, может быть, и недолго. Кто знает. Кто знает. Фух. В общем, здесь мы разобрались. Ням-ням-ням-ням-ням-ням. Так. Я хоть туда иду, куда надо. Да, туда. Так. Меня никто не видел. Меня нету. Так. Да вручить-то я ее вручу. Сначала надо найти. Сначала вас всех найти надо. Что-то я как-то на тебя внимание даже не обратил, если честно. Получай. Так вот. Вообще. О, только не ты, священник. Не спешим, не спешим. Ау. Что-то я слишком увлекся. Ау. Фу, забили. Забили козла. Надо одноручное оружие посильнее найти, тогда было бы вообще шикарно. Привет. До свидания. А вот теперь мы по-быстрому со всем разберемся. Альберту Палмеру. Где ты, Альберт? Для твоих поисков зона слишком большая. It's locked, all right. Что, с той стороны открыть надо? It's locked. Ясно. Опа, здрасте. Are you all right? The bastard hit the wall next to me.
I don't even know if he meant to miss. If you've been hurt, I can help you. I'm a doctor. Name's Albert. Remember it. Now bugger off. What happened? Did you really steal that man's medication? Hey, I didn't do anything. It ain't me. Medication and drugs are a rare commodity in East London. So you picked an easy target, didn't you? Sod off, mister. You ain't got no clue what's going on here. Bastard was a soldier in the war, so now he's got the right to shoot me. It's true. I'm not familiar with this part of town. Perhaps you could help me. I said sod off. Go find yourself another guide. Have you heard anything about Nurse Crane and her dispensary? Nurse Crane? Yeah, I heard she's doing all right. Connected and protected. Goodbye, young man. Такс. А где же нужный нам второй чел? Альберт, этого мы нашли. А также у нас есть еще один. Честно, мне лень его искать, поэтому просто отдадим записку и будь что будет. Логично? Логично. How are you, boy? I'm not your boy. Да понятно все с тобой так. I found the recruiter you were expecting. He's dead, but he carried a note. The Wet Boot Boys have accepted your application. I knew it! I told you I was tough enough. I'll be free soon. You're being manipulated by these criminals. What's worse is that you're clever enough to know better. You're all fancy words, none of which concern me. Go worry about someone else. I'm fine and I've a future here. Ну, дело твое. Do you need assistance? Please. Feeling tired these days. There you go. Let's hope nobody steals it from you. Very funny. Ну что ж, больше я пока ему ничего сказать не могу, потому что не знаком с его оппонентом. Ну да ладно. Goodbye, young man. Расследование завершено, и на том хорошо. Фу. Так, с ним мы разобрались. Лечение я ему дал. Теперь надо еще вот этого найти, потому что, судя по всему, он тотально болен. Так что займемся его поисками. Дальше попутно мы с вами сделаем... Это надо уже отчитаться. Вот сюда пойдем. Ну, давайте этого Бейтса вылечим. Mr. Bates. Evening, Doctor. И тебе того же. Since I took an oath to help people, can I be of assistance? Well, seen better days, that's for sure. But it was bound to happen with all these refugees about. Infecting you is probably the last thing on these people's minds. Take this in any case. What? You give me this for free? Don't have a clue about this place, do you? Goodbye, Mr. Bates. Будь здоров, сволочь. Будь здоров. Так, у него бронхит. Бронхит это штука жесткая. От нее можно, если не лечить, и хорошенько так помереть. Соответственно, давайте и тебя вылечим. Yes? Do you need some help, Mr. Petrescu? I am very tired, but that is all. I don't need you, Doctor. Well, I think you do. Take this, and you'll feel better. Free drugs from an English doctor. It must be my lucky day.
Goodbye, Mr. Petrescu. Ну что ж. А вот и он идет к нам. Здравствуй. What? Shooting a boy in the middle of the street. Not the best thing to do, wouldn't you say? What? You saw what happened? Who are you? I'm Dr. Reed, and I'd like to ask you a few questions, if you promise me to set your gun aside. No. Look, I'm not a violent man. I'm Benjamin Palmer, doctor. And no one can help me. Not even you. What can you tell me about this place? Nothing to say, really. This is where I used to live, and this is where I live now. You don't have anywhere to go? No family that would welcome you? Not since the death of my wife, Albert's mother. She was sick, you see. Long before the flu and all this shit. You mean you used to have a better life? Yeah, I had a wife, a home, and a job. I even used to have a name. Now I'm just Ben. Ben the Tramp. Perhaps you could focus for a moment and tell me your troubles. I'm sick, broke, and my son just stole my pills. Everything's coming up roses. Так тот малой твой сын, что ли? Серьезно? Whatever the boy did, I'm sure he didn't deserve a public execution. I swear I didn't want to hit him. It's just that I'm sick in the head, you see, and the boy he just frayed me last nerve. What is it, Benjamin? It was the war, wasn't it? Your nerves are shot, aren't they? I need some answers, Private. From one soldier to another. The doctors called me a liar, a coward. Put me in a straitjacket, locked me up. Finally, they sent me back to the front lines with a handful of tablets. What about those we left behind, face down in the mud? You want to change places with them? You cannot waste your chance at life this way. It's not that simple. I wouldn't have expected you to understand. I don't even know why I spoke to you in the first place. Подсказка не сработала. Ну и что ж, не сработало, так не сработало. Have you any news of Nurse Crane and her dispensary? I visited her dispensary recently. If I'd heard about it sooner, it would have made life easier. Ну что ж, давай вылечу тебя. You don't seem well, Benjamin. Do you need any help? I always feel ill, sir. It's like I'm never right. Требуется средство от мигрени. Средства от мигрени у меня нет. Ну что ж, придется в следующий раз, когда раздобудем, ему его I отдать. will see you later. A gun out. As long as you have the money. Ну, теперь пора заняться пареньком. So, may I ask you a few questions? I'm not bothered. What could be worse? Do you need any medical help, young man? Yes, I do. I feel so tired. I don't know if it's the epidemic, but everything seems so hard. You'll feel better with this, but you need to get a grip, young man. Medication alone won't cure melancholia. I'm not sure I'm happy with the idea of living long in a world like this. But I thank you for your concern, sir. Goodbye, young man. Even my dreams are soaked with gloom. Так, попа, иди сюда. Good evening, Christina. Change your mind, Mr. Reed? Do you need any assistance, Miss Popper? It depends on the price of your medicine. Держи. I am shocked that you would think I am that sort of man. Forgive my suspicion. I'm so used to liars with good manners. Thank you, sir. Все, отдыхай. Так, ничего нового нет? Нет, это мне это в принципе не важно. Goodbye, miss. Восстанавливайся.
А ну-ка. Давай проследим. Может, опять напоримся на какое-то дополнительное задание. Клейтон Дарби. Ха-ха-ха. You still want more from Christina? When we spent the night together, my wallet went missing. Are you calling me a thief? I don't have your stupid wallet. I know you. You're a nice girl. Can't we solve this amicably? No, I don't think so. And if you think you know me just because we shared the bed together, you're just a lousy and arrogant journalist. Отлично. Ох. Сколько я всех грязных тайн узнаю. Good evening, Doctor. Can I help you? Tell me, Clayton, do you really think this young woman stole your wallet? Christina? Yes. I recently met her. A nice girl, despite her questionable conduct. How exactly did you meet Christina? During my investigation, I offered my hotel room to her to rest and get away from the street. And what happened? The next morning, my wallet and my watch had disappeared. I suppose that's what you get for being a good Samaritan. If you are going to sleep with a lady of the night, Clayton, I would advise you to be cautious. I can't really be mad at her, though. She's just trying to survive. She doesn't have many options. Ну, а ты умеешь рассудительно все делать. Молодец. Was it wise to become so intimate with a woman you were supposed to interview, Clayton? Maybe it was. But I have learned to look for the inner truth and beauty in people. You're right. I know little of your situation. What can you tell me about Christina? She's very sensitive. So nostalgic about her country. I saw her cry once because she'd lost a precious souvenir from her homeland. What was it? A scarf her brother gave her before she came to England. Why are you so concerned? You seem to have something on your mind, Mr. Darby. That we could make peace if I could find it and give it back to her. But I'm afraid she lost the scarf somewhere during her night shift. Зашибись. Нарвались таки на новое расследование. В принципе, это было логично. Так, давайте я вылечу. Do you need assistance? That would be nice of you, Doctor. Who knows what I may have caught during my investigation. Держи. If you persist in investigating the most pox-ridden boroughs of London, you must accept the risks. Thank you, sir. Goodbye, Mr. Так, давай поговорим с тобой. Ты там куда ушла, дамочка? Опа, иди сюда. Good evening, Christina. Change your mind? Did you steal Clayton Darby's wallet? Tell me the truth, Christina. Of course I stole it. But I never thought he would come back to look for it. Why did you do it? He seems to trust you. For a time I thought he was different from other men. In the end, he just wanted to sleep with me. Same as the others. Perhaps Clayton is different. Maybe you two should talk. A conversation couldn't hurt. I know what I am and what people call me. I sleep with men for money. If I can accept that, why can't he? No.
My future is with the ones I love, not with Clayton Darby. The ones you love? The money you stole is not for you, then? My brother is still in our hometown in Romania. I am the only one who can buy him a ticket to England. Хорошо. Tell me, Christina, is it worth risking your health and your life for your brother's safety? He's the only family I have left. I had to leave Romania without him. I can't be happy until he is near me again. Does your brother know what you do to earn the money to bring him here? Don't be simple, of course not. And he must never know. Everything will be different once he is here with me. I understand your concern. I spent many months away from my family when I served on the front line in France. Every time I write to him, I fear I won't receive an answer. It kills me to know he is still there. England is perhaps not the best place in the world to live at the present time. Are you certain it's worth the sacrifice? You think you know it all because you fought in the war. But my brother is no soldier. I know. We all understand the risks to soldiers, but we don't necessarily recognize the civilian casualties caused by these conflicts. Yes. Wars are decided by rich men who will never take the risk of being shot, raped, or maimed. Вот тут вот да. Goodbye, miss. Фу. Не помню, есть ли у меня лекарства, но если что, давайте попробуем. Good evening. Do you need medical attention, sir? It may be what... Yeah. I understand your appetite for words and macabre beauty, sir. But you should be more careful. The nutrition of my mind is more important than my physical health. But I appreciate your concern, sir. Did you know the mute florist is a member of a secret society? No, I didn't. But I thank you for this information, sir. For it only enriches the mystery surrounding the precious camellia. Are you not curious? Is there not more you wish to know? That girl has not an ounce of malice in her. Whatever she may be hiding, it's certain to be for the benefit of most, if not all. I fear you are a hopeless romantic, Mr. Nethercourt. Guilty as charged, Dr. Reed. Ну что ж. I'll leave you alone, sir. How is the sanitary situation in Whitechapel? We have a lot of diseases, and not all linked to the epidemic. Maybe you could provide medical help to those in need. How are things going in the dispensary? Things are going fine, since we made our arrangement. Do you have many patients? A few, but most of them just pass through and go back home. Especially since those vigilantes stormed the building on the night you were here. Have there been any more attacks by the uniformed men? No. It looks like they have found another business to extort. How are things going in the dispensary? Things are going fine, since we made our arrangement. Хорошо. I hope you've stopped jeopardizing this facility with your illegal business, Dorothy. Yes, I have. Most of the time. But the blackmail money is too useful to stop it completely. I just target less dangerous people. Who is the current victim? I would rather you did not know. You are my client, not my accomplice. Besides, I'm much more cautious since the first time you found me. Why did you blackmail Lady Ashbury? She's a generous person. You could have asked her for money directly. She killed those patients, I'm sure of that. I know you like her, but that gingerhead has a taste for blood. Ясно. Tell me about yourself, Dorothy. There is not much to say. My real name is Dorothea Krashunescu,
I was born in Romania, and I may have been the best nurse Pembroke ever had, before you fired me. Do you regret your time at Pembroke? I missed the energy. There was so much to do, so much to learn. Even though I was double-crossing the board, I felt I was part of something worthwhile there. Do you think about going back to Romania once the war is over and the epidemic here has been contained? Jonathan, this war will be over long before you will see any improvement in Whitechapel's sanitary situation. Do you need medical help, Dorothy? I'm a professional nurse. Rest assured, I'll ask for your help if I need it. Are you not afraid of dying? The epidemic is deadly and very contagious. I'm more afraid of being locked in a cell. I've seen what most hospitals do to the sick staff. They keep them hidden to avoid panic. Do you trust me? You forced me to resign after you caught me trying to save a dying patient. Of course I trust you. You're a blackmailer, just like me. Ну, что ж, отлично. Ну и как обычно, нелегкая занесла меня в очередное здание, которое надо исследовать, но почему бы и нет. Бардак тут, конечно, творился жесткий. Кто же тут все такое понавытворял? Вы открыли убежище. Спасибо. Уж чего-чего, этого я не ожидал. Ну тогда вот так вот. В принципе. Но вот теперь-то мы можем это сделать. Good evening, Benjamin. Can I help you? I'm afraid not, Mr. Reed. Да не, могу, давай. You don't seem well, Benjamin. Do you need any help? I always feel ill, sir. It's like I'm never right. Держи. I can try to help your body heal, sir. But you must stop destroying it. The war destroyed me, Doctor. Понятно все с тобой. A gun, alcohol. Восстановление. Восстанавливайся. Ну, где и как она умудрилась потерять свой шарфик, я не знаю. Но нам нужно идти сюда и посмотреть, где же этот шарфик. Здравствуйте. Спать. Обниматься будем позже. Прости, у меня появилась цель покрупнее. Так, выносливость кончилась. Бегун. Отдыхай, собачка. Короче, упс.
Это было напряжно, но мы справились. Что ж, давайте поищем нужный нам шарфик. Почему бы и нет? Куда ж ты, милая, его дело? Где потеряла? Что это за крики младенца? Я могу это выяснить или нет? Ты еще живой? Застройте текстуры, ну самое обидное. Стоят отсюда. Отвлекай. Что ж, мы уже близко. Крайне близко. Интересно, тут живые люди еще остались? Да, вроде да, слышу кашель. Капец. Так, дружище, я надеюсь, ты не против немножко повеселиться? Валим. Тихо, тихо, не психуй. Не, ну если ты хочешь, то ты получишь. Ну или я. Если не буду сдерживаться. Тихо. И это вы мне попали с бешеным. Шерстяной шарф. Ну, в общем, дело сделано.
Так, ну а что делать с криками детей, ну, вернее, ребенка, как я слышу? Что это были за глюки? Я с этим как-то могу разобраться? Ну, где-то оно здесь. Вроде как ничего с этим я сделать не могу. Фух, ладно, бежим отдавать шарфик. Тут по-прежнему не работает. Так, тут я уже дверь, эти ворота открывал, да, они работают. Отлично. Срез открыт. Ну, привет. Good evening, Chris. Change your... Держи. Could this be the scarf you lost, Miss Popper? It is much more than a scarf to me. It is the only thing that connects me to my family and my country. Thank you so much. Подсказка не сработала. Подсказка не сработала. Ну что ж. Я доброе дело сделал, а остальное не. Goodbye, Miss. Расследование завершено. Ну, хоть как-то. Либо отдать Кристине, либо отдать Клейтону. Хотя, наверное, если бы я отдал Клейтону, то он потом, наверное, либо его, возможно, себе забрал бы, либо сделал вид, что это он его нашел и отдал бы ей. И, возможно, у них бы завязались какие-то отношения. Но раз она этих отношений не хочет, то, соответственно, пускай будет так. А вот теперь с тобой надо разобраться. Тут, конечно, жесткое задание. И топать нужно далековато. Ну, посмотрим, что в целом тут мы найдем. Ну, медленно, но уверенно мы идем туда, куда нам нужно. Посмотрим, сможем ли мы найти того человека, который умеет читать по непонятному для нас языку. Да. Ну, самое главное, чтобы он начал со мной сотрудничать. Это важно. Здравствуйте. Наверное, я забрел не на ту вечеринку, да? Ну ничего себе, толпа навалилась. Ёкало мене. Капец, ты еще живой? Все, теперь разбираемся с вами. Ну и уже во второй раз давайте договоримся, что вы ничего не видите. Все прошло просто идеально. Никаких проблем. На кладбище это мне
опыт не особо. О, а вот и ты. Ну что ж, пупсик. Hello, sir. Sorry to disturb you at this hour. I'm a doctor inquiring about the epidemic. May I come in? A doctor, you say? No, thank you. Серьезно, 3-й уровень гипноза. All right. I shan't insist. Goodbye for now, sir. Серьезно. 3-й уровень гипноза. Мама дорогая. Ну что ж, хотя бы мы теперь знаем, где он находится, но 3-й уровень гипноза. У нас пока есть только 2-й, соответственно. Ну, значит, не судьба нам пока начать выполнять это дополнительное задание. Зря только сюда и шел. Ну, хотя бы мы его нашли. Нашли этого чела, что уже радует. Фух. Ну, тогда, раз у нас тут вроде бы как только это осталось, соответственно, это мы уже выполнили, осталось только пойти отчитаться, выполним вот это вот, наверное. Потому что больше у нас, по сути-то, ничего не осталось. Нет, сначала пойдем отчитаемся, а потом уже пойдем по этому заданию. Потому что оно вроде как рядом находится с основным. Логично. Фух. Так, любимая моя пациенточка, ты где? Тельма, иди сюда. У меня для тебя приятнейшие новости. Good evening, Miss Howcroft. How are you tonight? I need blood, Doctor. Warm, rich, vibrant blood. Tell me, Thelma, what do you really know about vampires? I saw one and he saw me. I watched him hunt and kill. I saw his terrible wounds heal as his victim died. And then I knew I was saved. You mean you actually saw a vampire? Here in London? Yes. And it has been the answer to my pain. I must drink and kill to regenerate my decaying body. I am a vampire too. You are no vampire. You are a delusional woman, convinced she is something she is not. How convenient to call delusional anyone who does not share your precious rationale, Dr. Reed. Ну что ж, тебе видней. Итак, здесь все. Тут тоже вроде все. I have made inquiries about the men who were tracking you, Miss Howcroft. I did not expect a mortal to have this sort of courage. Speak, Doctor. Why are they hunting me down? There is no hunt, and nobody is searching for you. You're no threat to this hospital, and you have my word you are perfectly safe here. Your lies demean you, Doctor. Do you really expect me to lower my guard? I know exactly who I am, and what I am dealing with. Ну, моя задача все сделать, я сделал. I'll leave you, Mistress of the Dark, to your nocturnal activities. Ложная цель, задание завершено. Фу. И теперь, вот теперь можно вами заняться. Блин, 3-й уровень, я в шоке. 3-й уровень, чтоб его взломать надо. Мама дорогая. Так, вот тебя еще найти надо, Освальд. Где тебя носит? Где-то ты должен быть, найду, вылечу. Это прозвучало, конечно, так себе, но да ладно. Так, ну и вот, соответственно, наше основное и дополнительное задание. Находятся друг от друга совсем недалеко. И оно у нас, я так понял, последнее, да, которое есть вроде на данный момент. Это не считается. Здесь мы все сделали.
Тут только вот это вот. Все, ребят, погнали на наше последнее на данный момент дополнительное задание. И на этом серию мы закончим. И дальше пойдем по сюжету. Упс. Походу не выйдет пока. Я давно замечал, что этот чел волнуется, и соответственно, чтобы выяснить причину его волнения, надо за ним проследить. Давайте же выясним, что же с ним не так. Возможно, это нам как-то поможет. Так, он заходит, получается, к себе в кабинет, да? И мне нужно понять, как сделать так, чтобы его услышать. Ага. Мне нужно как-то умудриться попасть на улицу. Удобно, удобно. Как же мне это сделать? Надо как-то с улицы попытаться забраться. Ну что ж. Попытка не пытка. Ну уже. Вот дырка в стене, ну сюда можно как-то залезть. Я ж выясню, как это сделать. Итак, второй раз ты от меня уже не денешься. Так, пока он заходит к себе в кабинет, надеюсь, все сработает. Бегом, 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 бегом. Ну. О, серьезно? Damn it! Why is this so difficult every time? That is better. That is better. I will make it through one more night. Ты, старик, блин, подсел на Ширева. Серьезно. Ладно. У меня с тобой сейчас будет серьезный разговор. Куда ты от меня валишь? Good evening, Dr. Tibbets. Dr. Reed, any good news to share? I know you're taking drugs, Corcoran. Why take such a risk? I need it to endure the long shifts. We have no idea how long the epidemic will last. We can't let it win. For God's sake, what are you thinking? How can you be so irresponsible? Irresponsible? I am devoted to my work. I am doing this for all the patients who need our help. I cannot abandon them. Goodbye, Dr. Tibbets. Ну что ж, тебе видней. Sometimes you act like a real jerk, you know that? Come on, Ozzy, don't be like that. What? Like what? Like someone who felt betrayed by the man he loves? Did you ever even try to find me? Rescue me? You know, it's not like that. I wanted to. I was so afraid to leave the hospital, not to be seen with you. We survived this shit together. That's all that matters. I know you did your best.
fuck the war, right? And fuck them all. Fuck the war. Fuck them all. Вот так вот я, называется, решил найти чела, которого я должен вылечить, и в итоге мы застали вот это вот. Освальд. Нам нужно поговорить. Hello again, Mr. Thatcher. Do you feel any better now? Yes. This neighborhood may stink of dog shit and reek of piss, but to me it smells like the purest mountain air. Mr. Thatcher, do you have a job? No. Since I came back from the war, I spent most of my time and energy just trying to forget. I understand what you mean. I was a soldier too. No. Nobody can truly understand what I've gone through. Why were you locked in that sewer? What happened? I went by the canal after an argument with a friend. Got chased by these fucking wankers and had to barricade myself in, despite my claustrophobia. Tell me about your claustrophobia. Has anyone given you an official diagnosis? That's what the bloody doctor said. But I don't want to go to a hospital to get checked again. I'll deal with it my own way. Why did you run? What was the reason for your argument? Newton wanted me to go to a hospital, but I can't stand being closed in. Makes me feel like I'm suffocating. Oswald, why did you not go to the Pembroke Hospital to seek medical help? I don't trust doctors. All they care about was their careers and processes. I won't be locked in any room again by anyone. Your fear of being trapped is not going to go away by itself. You need professional help. I've seen enough butchers in white coats to last a lifetime. Hospitals reek of chemicals and death. What I need is fresh air. Ясно все с тобой. Отмазки, одни отмазки. Do you want to talk about why you have this fear of being enclosed, Mr. Thatcher? No, I really don't. An irrational fear like yours is usually rooted in a specific event. Perhaps it would help to talk about it. Well, Doctor, take a guess then, if you're so interested in my case. Perhaps you were trapped or locked in somewhere as a child. The horror of war could have brought this memory back to the surface. Are you joking? I grew up on a farm, I had a bloody fantastic childhood. Ну, не сработало, не сработало. Сказка не сработала. Печально. Ну, в принципе, нам подсказки эти нужны для того, чтобы потом человека съесть. Мы его есть не хотим, поэтому нам его качество крови не особо и важно. Правильно? Правильно. Tell me about your true feelings for Newton. I love him. I'm not ashamed to say it. He's the best thing that ever happened to me. I can't imagine life without him. Why should you be ashamed? I'm not, I said. But Newton sees it differently. I admire your honesty. It takes courage to stand up to society. The world needs people like you to create change. Courage is what we needed in the trenches, looking death in the face every day. I speak plain. I speak my mind. Have you always been this straightforward? All I know is, before you saved me by the sewer, my only regret was I wouldn't be able to hold or kiss Newton again. I love him, that's all. Честно, открыто и понятно. Изи. Вопросов нет. Так, ну и вылечим тебя. Do you need medical attention? Don't get me wrong, sir. I'm grateful for what you've done, but I've never felt comfortable with doctors. Ну и любишь, не любишь, а лекарства выпей. I'm certain you have your reasons. But let me assure you, I'm not like other doctors you may have consulted with. It is true. You risked your life to save me, after all. It would be impolite to refuse your counsel. Goodbye, Mr. Thatcher. Try to take care of yourself. Ну вот, изи. Поправляйся. Ох, сейчас будет жесть. Сейчас будет жесть, да. Ну здравствуй, босс. Я вновь вернулся к тебе. И надеюсь, ты готов встретиться со мной в самых что ни на есть жестких баталиях. Фу.
гад. Я промахнулся. Впервые этой способностью я промахнулся. Итак, с боссом разобрались. Что, из тебя ничего не выпало? Печально. Ну что ж, наконец-таки наш первый серьезный босс, которого мы не могли одолеть в начале наших приключений, наконец-таки был повержен. Прости, я должен покушать. Где же то, что от меня хотят? Найти заказ. Найти. А где он? Где искать? Ну в принципе. Список доктора Стрикленда. Заказчик доктор Тора Стрикленд, Пембургская больница, список веществ и ингредиентов. Короче, все ясно. Opium is one of the main ingredients of Strickland's medication. Never a good move. В общем, мы нашли то, что искали. Ну и прежде чем идти дальше по основному заданию, сейчас вернемся, отчитаемся, и получается, что на этом все, что мы могли сделать на данный момент, будет выполнено. Кроме этого. Да. В общем, возвращаемся. Good evening, Dr. Strickland. And good evening to you, Dr. Reed. Can I be of any help? Ну, в общем, как бы... Я наконец-таки выполнил твое задание, поэтому... Держи. I located the shop, but it was vandalized, and the owner is missing. All I found was your order. I was afraid of such bad news. People are so desperate they're ready to burgle a shop for drugs. That's quite a list you ordered. Opium, sodium hypochlorite. It can't be just headaches you're trying to cure. This dreadful influenza, of course. I already ran some tests on hopeless cases. Without success, I must admit. Do you realize you could create a lethal poison without the correct dosage? Then there are the legal ramifications. Is this not true of any medical substance, Dr. Reed? However, if you would agree to improve it, I'd be glad to accept your help. As long as you promise to be scrupulous with your experiments, I may try to gather these substances, and even help improve upon the mixture. That's all I'm asking for, Dr. Reed. That's all I'm asking. Ну что ж. I want to know about these secret tests you run, and if they can save people from this epidemic. Speak to me now, Thoreau. I know I may sound presumptuous, but I'm just following your steps, Dr. Reed. I'm casting away the shadows of ignorance by daring to face them. Self-confidence is essential in our line of work, my young colleague, but only if tempered with the correct amount of cynicism. But you never doubt yourself, Dr. Reed. I've read all your articles and books. You performed the most daring research during the war. You have my support, Dr. Strickland. I know exactly what it feels like to battle an unknown disease with only your mind and force of will to help you. Thank you, Dr. Reed. You don't know what that means to me. Ну, что ж. Походу это все. Больше мне ему задать нечего. Goodbye, Dr. Strickland. I can't let Strickland put his patients at risk with opium. Perhaps
An adjusted formula will deliver more of a placebo effect. Я вас понял, хорошо. Ну что ж, давайте создадим ему плацебо. Ну что ж тут поделаешь? Сообщить, конечно, сообщить, но лучше отнесем. Возможно, это как-то и повлияет. Good evening, Dr. Strickland. And good evening to you, Dr. Reed. Can I be of any help? I have managed to improve the mixture by diluting it. Have you ever heard of Sir Joseph Francis Olive, or the placebo effect? No, I don't think so. Why? A placebo is a substance or procedure that has no actual physical effect. You made a placebo of my project. Why? Research has established that a placebo, as long as the subject believes in the effect, can provoke a positive physiological reaction. Really? That's fascinating. And you want me to, what, administer the placebo and see what occurs? Something like that, yes. Well, I'm a bit surprised, but I trust you, Dr. Reed. Please take the key to my cabinet and put this placebo there for future use. О, еще и относить, серьезно. Goodbye, Dr. Strickland. Положить лекарство в кабинет доктора. Ну что ж, хорошо. Давайте же глянем на его кабинет. Почему бы и нет? It's locked. Закрыто. Ну что ж, давайте тебя немножко ограбим. At least Strickland can't kill anyone with this formula. Логично. Расследование завершено. It's locked, all right. А ты предусмотрительный, все позакрывал. Без взлома ничего не сделаешь. Ладно, хотя бы мелочь стыры. На том спасибо. Так, ну и записка у нас там лежит. Вот так. Она только одна, да? Больше ничего нету. Хорошо. Карта Гросвика. Медицинская, значит. Значит, пациент Мортимер Госвик, мужчина 23 года, лечит доктор Кроид, состояние выздоравливает, Примечание. У пациента симптомы крайней усталости. На языке, во рту и в глотке многочисленные язвы, но ни одного симптома инфлюенции. Отказывается говорить, утверждая, что это слишком болезненно. Нуждается в отдыхе и лечении слизистой оболочки горла. После этого можно принимать решение о его выписке. Ну... Все. Наконец-таки, ребята, мы завершили все то, что хотели. И, соответственно, можно глобально приступать к основному заданию, что, соответственно, и будет мною сейчас проделано. Но лично я не против немножко передохнуть.